тех пор, как Петр стал полновластным правителем, в Москве царя почти не видели. Он проводил маневры потешных полков, строил деревянные крепости и сам же их брал. А меж тем указов уже набрался полный короб. Вот, наконец, с грохотом распахнулась дверь. В палату ворвался государь всея Руси. Выхватил наугад свиток. Вроде и по-русски написано, а смысл пойди еще разбери. Сие по элику надлежит. Тоска смертная. Горе стране, чей правитель безумен. Что будет с русским царством, если государь ведет себя словно дитя и как одержимый играет в солдатики? Но именно эти детские игры приведут к появлению в России регулярной армии нового образца. Чтобы ее создать, Петр Великий перекроит всю государственную систему и экономику. Затем выведет свою армию в бой против самой мощной военной силы Европы. Армия во все времена оставалась гарантом безопасности страны. Войска защищали границы. Войска подавляли мятежи и бунты. На армии верный государю держался трон. На армию опиралась держава. Ко времени воцарения Петра русская армия была многочисленной, но неоднородной. Основу ее составляли дворянская конница, стрелецкая пехота и солдатские полки иноземного строя. Дворянин на условиях военной службы получал от царя земельный надел – поместье, и на доходы от него приобретал коней, оружие и снаряжение. По первому требованию дворянская конница прибывала в пункты сбора на военные смотры или выступала в поход. Основу русской пехоты составляли стрельцы. Стрельцы проходили боевую подготовку. Жили они в отдельных слободах вместе с семьями. В мирное время несли караульную службу, тушили пожары. Многие держали лавки, занимались торговлей либо другим частным промыслом. Отдельную часть формировали так называемые полки иноземного строя. Поначалу их основой являлись иностранные офицеры и солдаты, служившие личной охраной царя. По старинной традиции у каждого русского царевича имелся комплект вооружения и доспехов, а также собственное войско, набранное из мальчишек-ровесников, которое так и называлось – потешное. Но Петру Алексеевичу понадобилось все настоящее. Обмундирование, вооружение, довольство и даже пушки, а к ним ядра, пороховой припас, мастера пушечного боя и опытные офицеры. К 1686 году в распоряжении юного царя оказалось хорошо обученное войско, ничем не уступающее настоящей армии. Именно войска иноземного строя взял за образец для своей армии молодой царь Петр. Сформировал из потешных два полка – Преображенский и Семеновский. Петр составил учебную программу, которой сам неуклонно следовал. Заграничные наставники преподавали царю немецкий и голландский языки, ведь все важные военные книжки были написаны не по-русски, геометрию, астрономию, фортификацию. Те же науки штудировали и его потешные. Затем опять барабан, и снова стрельбы, штурм крепостей, марши левой-правой, левой-правой. За
10 лет бывшие мальчишки из потешных полков станут самой боеспособной и профессиональной военной силой в России. Русская армия давно нуждалась в серьезных реформах. Она была эффективной для войны со старыми противниками, Крымским ханством и Речью Посполитой. Но перед Петром встали проблемы, которые еще недавно казались несущественными. От Архангельска до Волги по Руси хозяйничали иностранные торговые компании. Англичане, голландцы, шведы, датчане скупали за бесценок русские товары, вывозя их в Европу на огромных кораблях. В английском парламенте проходили слушания на тему, не превратить ли земли вдоль Волги в британскую колонию. При дворе польских королей обсуждался вопрос о том, что Россия должна стать для Польши тем же, чем американские колонии для Англии. Россия же не имела ни флота, ни даже выходов к морям. К Балтике не пускали шведы, настроившие крепостей по всему побережью. С юга Москву подпирали турецкие бастионы, закрывая торговцам путь в Черное море. Русское государство при всех его необъятных просторах в считанные годы могло превратиться из великого царства в колонию наподобие африканской. Петр принял решение пробиваться к морям, чего бы это ни стоило. Там строить свои порты, корабли, создавать флот. И главной своей целью царь поставил выход к Балтике. А это означало войну с самой сильной армией тогдашней Европы — войском шведского короля Карла XII. Шведскому королю было 15 лет. В Европе считали, что он ни на что не способен. За глаза Карла называли мальчишкой, который провалился в отцовские ботфорты. Петр заключил военный союз с Польшей и Данией и взялся за укрепление своей армии. Набрал рекрутов и иностранных офицеров. Не жалея денег, закупал ружья, пушки и амуницию. И, наконец, решился. В ознаменование начала военного похода устроили празднество. Петр не сводил глаз с Анны Монс. Его любимая была прекрасна, как никогда. Тосты следовали один за другим. За его величество, за каждого генерала в отдельности, за артиллерию и пехоту, за союзников. Царский денщик Алексашка Меншиков явился, гремя ведрами на ногах, изображал Карла в ботфортах. Сгромоздился на стол, и гости, изнемогая от смеха, кидали в него все, что под руку попадет. Пока шел пир, Петру вручили депешу, и все его веселье как рукой сняло. Новость была хуже некуда. Карл Шведский стремительным ударом вывел из войны и польского, и датского королей. Россия осталась без союзников. В сентябре 1700 года передовой отряд русской армии подошел к шведской крепости Нарва. Тем временем разведка доносила Петру. Король Карл уже движется навстречу с подкреплением. Государь спешно выехал в Новгород, чтобы организовать переброску отставших войск и артиллерии. По всем расчетам, до прибытия неприятельской армии оставалась неделя. Посадившие Нарву солдаты ждали, когда же начнется, наконец, настоящее дело, большая баталия. А пока не появился царь Петр с резервом и пушками, можно скоротать время баталии шуточной. И тут шуткам пришел конец. Расчеты, на которые опирался государь, оказались неверны. Карл Шведский появился у стен Нарвы раньше, чем ожидалось, и обрушил всю мощь своего войска на русские полки. Капитан Михаил Голицын понял — это конец. Сомкнуть ряды.
Атака шведской пехоты прорвала фронт сразу в 3 местах. Русские в беспорядке бежали. Офицеры-наемники сразу же сдались в плен или были убиты собственными солдатами. Петр в это время был в Новгороде. Он не видел, как гибла в снежной круговерти его армия. Как метались обезумевшие от ужаса новобранцы и стрельцы, и как на правом фланге стояли, будто вросли в землю 3 полка. Преображенский, Лефортовский и Семеновский. Пуля пробила ногу. «Заряжай! Пли!» Шведы остановились. 2-й залп. Кровь уже хлюпала в башмаках. 2-я пуля разорвала кафтан, ударив в плечо. Сражение было уже проиграно, но они держались, стоя буквально по колено в крови. Вчерашние потешные. Будущая гвардия русской армии. Позже в память об этом в обмундирование гвардейских полков будут включены красные чулки. Но тогда под Нарвой. Из всей окруженной русской армии только этим 3 полкам король Карл позволил покинуть лагерь с оружием, знаменами, под барабанный бой, из уважения к их мужеству и умению воевать. Петр встречал в Новгороде остатки своего войска. Растянувшись по всей дороге, месили грязь безоружные оборванцы. Его армии больше не было. И вдруг тишину разорвал барабанный бой. В бурых от крови мундирах, с трудом удерживая поредевшие порядки, шли преображенцы и семеновцы полковым строем, с оружием и знаменами. Его непобежденная гвардия. И Петр понял, что нужно делать. Теперь такой гвардией должно стать все русское войско. Это будет новая армия, которая сможет воевать с любым противником и в любых обстоятельствах, не рассчитывая ни на чью помощь. И побеждать. События под Нарвой показали, что русской армии не хватает не только опыта и выучки, но и дисциплины. Дезертирство, а тем более измену, надо было пресекать жестко. Особенно беспощаден Петр был к офицерам-перебежчикам. Петр ввел в русской армии дисциплину, регламентированную воинским уставом. За его нарушение предусматривалась система наказаний – от сидения под арестом и порки батагами до смертной казни за измену. За воровство выжигали на лице позорное клеймо. За трусость и дезертирство вешали. За хулу на государя и командиров, а также мародерство – отсечение головы или четвертование. Окончательная редакция устава появилась в 1716 году. Позднее даже при решении уголовных дел часто обращались именно к воинскому уставу Петра I. Ко времени правления Петра военное дело в Европе сильно изменилось. Пехота, конница и артиллерия действовали в бою как единый механизм. От командиров требовалось знание тактики, топографии, математики. От солдат дисциплина и воинское умение, которые достигались тренировками и учением. Россия нуждалась в армии не просто большой, но регулярной и профессиональной, способной в любой момент выступить на защиту страны. Петр начал ее создание, используя опыт полков иноземного строя и бывших потешных. Он объявил о приеме на военную службу вольных людей за жалование и упорядочил рекрутскую повинность,
призыв крепостных по одному рекруту с нескольких десятков дворов. Чтобы призывники не разбежались, их тут же заковывали в колодки. На левой руке выбивали рекрутскую метку, пороховую наколку в виде креста. Если рекрут сбегал, домой он вернуться не мог, а крестьяне его общины выставляли нового человека. Возраст призывников колебался от 20 до 35 лет. Служба в армии объявлялась пожизненной, и родственники оплакивали призывников словно покойников. Так сформировались 29 пехотных и 2 драгунских конных полка общей численностью 32 тысячи человек. Проезжая мимо, Петр Алексеевич остановился. Майор гвардии Михаил Голицын, не щадя живота своего, бился с новонабранными солдатами. Смотреть на это было больно. Деревенские парни строем ходить не умели. Как обращаться с амуницией и оружием никто не знал. Офицера панически боялись. Голицын сорвал голос, отдавая команды, но все впустую. Новобранцы не понимали, что такое право и лево. Левое сено, правая солома! Подумав, Петр велел привязать к левой ноге каждого рекрута пучок сена, к правой жгут соломы. И когда вместо привычного левой правой послышалось сено-солома, дело сразу пошло на лад. Сено, солома! Сено, солома! Сено, солома! А Петр в отличном настроении поехал дальше. Теперь пришла пора создавать свой офицерский корпус. Русский. Повелеваю. Петр отправил письма губернаторам. Составить список всех дворян и их детей. Из них царь выбрал годных к службе и лично расписал по полкам. Во все концы России неслись вестовые. В 88 городах власть признала годными к службе 11 147 помещиков. Остальным дворянам было велено оставаться в готовности и явиться в строй по первому зову. Звание офицера подразумевало не только дворянское происхождение, но и знания. Поначалу Петр отправлял молодежь учиться за границу, но вскоре учредил офицерские школы, в том числе артиллерийскую и инженерную, где преподавали математику, баллистику, топографию, тактику. Впервые в России появилось военное образование. Через год после Нарвы в офицерском составе Семеновского полка не числилось ни одного иностранца, а в Преображенском лишь 3. Только в войска генерала Шереметьева было направлено 206 русских дворян-офицеров. Едва удавалось выкроить хоть часок, Петр приезжал в немецкую слободу к своей Аннушке, в большой красивый дом, который сам ей подарил. Домашний уют, вкусная еда и лучистые глаза любимой. Что еще нужно усталому солдату? Петр любил, чтобы Анна встречала его по старому русскому обычаю, рюмкой водки, пирожком и поцелуем. А еще любил шумные пирушки, дебоши, грубые шутки, пьяную солдатню. А ей так хотелось красоты, нежности, цветов. Что ж, цветов так цветов. Данилыч, живо! Меншиков, как всегда, обернулся в мгновение ока. Цветы показались Анне знакомыми, потому что их просто ободрали с ее же собственной клумбы. Петр не вникал в такие мелочи.
Он был увлечен новым вооружением пехотинцев, а остальное подождет. Основу армии составляла пехота. От атаки кавалерии пехотный строй защищали пикинеры с длинными пиками, направленными на противника. Со временем вместо пик стали использоваться ружья с примкнутыми длинными штыками. Патроны хранились в подсумках, круглая пуля и порция пороха, завернутые в бумажный картуз. Следуя командам, солдат скусывал бумагу и насыпал немного пороха на полку оружейного замка. Остальной порох высыпался в ствол, куда отправляли и пулю, забивая заряд шомполом. Первая шеренга стреляла одновременно и отходила назад. Выдвигалась вторая шеренга и давала следующий залп. В среднем перезарядка в бою занимала у подразделения 20-30 секунд, то есть 2-3 выстрела в минуту. Достигнуть такой, а порой и большей скорости стрельбы могли только вышколенные солдаты. Таким образом, во время сражения на противника по всему фронту обрушивалась непрерывная лавина ружейного огня. На тот момент это считалось самым прогрессивным и эффективным способом боя. На караул! Раз, два, три! Введенная Петром подготовка дала свои плоды. Турки и персы считали, что русские стреляют прямо из пальцев. И после сражений рассматривали руки убитых. Люди ли они? Из всех родов войск Петр особо выделял артиллерию. И потому к царскому смотру артиллеристы Семеновского полка готовились особенно тщательно. Свою военную службу царь начинал именно в бомбардирской роте. С тех пор любил сам проводить стрельбы. Однажды при неудачном выстреле едва не лишился зрения и самой жизни. Но на увлечение артиллерией это не повлияло. Петр изучал способы наведения пушек, свойства пороха, конструкцию орудий и лафетов. В 1697 году, пройдя курс артиллериста в Кёнигсберге, он получил удостоверение. Везде за исправного, осторожного, благоискусного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем быть может. С тех пор царь требовал, чтобы к нему обращались не иначе, как господин бомбардир, и письма порой подписывал в 3 слога. Бом-бар-дир. Вернувшись в Москву, Петр прямо с дороги отправился к Аннушке. О своем приезде нарочно не предупреждал. Сюрприз. За дверью послышался чей-то голос, мужской, незнакомый. Говорили по-немецки. Вот уж истинно сюрприз. Франц Кёнигсек, посланник польского короля Августа, бывшего союзника. «Здоров ли, брат наш Август?» «Здоров», — заверил Кёнигсек. «Однако весьма опечален тем, что не хватает средств на войну с Карлом Шведским». «Не хватает, говоришь», — перебил его Петр. «Видать, все средства ушли на сие сооружение. Пью за здоровье брата моего Августа». Брата нашего, «О, Ваше Величество», — лопотал Кёнигсек. «Сие есть всего лишь скромное подношение прекрасной особе, чье гостеприимство...» Выпей. «Ну давай, за здравие брата моего Августа». Августа.
До дна! Кёнигсек не продержался и часу. Ничего, очухается. Будет знать, как букеты носить. Прошло 2 года после поражения под Нарвой, но решимость Петра отвоевать у шведов выход к Балтике лишь укрепилась. На этот раз русское командование действовало более последовательно. Прежде чем идти к Нарве, было решено взять крепость Нотебург. Крепость эта стояла в устье Невы, и ее взятие позволило бы использовать реку для перевозки грузов и снабжения русской армии. 2 недели русская артиллерия обстреливала Нотебург. Наконец, часть восточной стены рухнула. Переправившись через реку, русские пытались ворваться в крепость через этот пролом. Но осадные лестницы оказались слишком короткими. Шведы забросали русских гранатами, штурм остановился. Стоя на мысу у молчащей батареи, Петр смотрел на беспорядочную свалку у стен. Что ж, пришло время гвардии. Подполковник Михайло Голицын, получив приказ, бросился к берегу. Его семеновцы, сгибая в дугу весла, полетели на лодках к крепости на верную смерть. Высадившись, Голицын бегом повел своих на штурм. Солдаты упорно карабкались на стены под шквалом картечи, гранат и камней, но не продвигались ни на аршин. На 6-й час сражения Петр не выдержал и отправил приказ: «Не губи людей, отступай!» Вестовой принес ответ Голицына: «Теперь я принадлежу не тебе, государь, а одному токмо Богу». Петр успел увидеть, как упрямый Мишка сталкивает в реку лодки, чтобы никто не соблазнился возможностью отступить. Это было безумство храбрых, прямое самоубийство. Но голицынские лодки поймал Меншиков, посадил на них свой резерв и, не дожидаясь приказа, пошел на выручку. Через 12 часов штурма Нотебург выкинул белый флаг. Эта древняя русская крепость на Ореховом острове до того, как ее захватили шведы, носила название Орешек. Петр повелел именовать ее Шлиссельбург – ключ-город. Эта победа стала действительно ключевой и позволила через несколько месяцев овладеть крепостью Ниеншанс в 50 километрах от Шлиссельбурга, где была заложена новая столица Российской империи – город Санкт-Петербург. Шлиссельбург действительно стал своеобразным ключом к северной столице. В 1941 году взятие этого города немецкими войсками положило начало блокаде Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Сама крепость Орешек на острове сопротивлялась 500 дней, так и не позволив врагу переправиться на правый берег Невы и перерезать дорогу жизни. Лишь освобождение Шлиссельбурга в 1943 году позволило сначала улучшить снабжение северной столицы, а затем и полностью ликвидировать блокаду. Михайло Голицын выжил чудом. И как только он оправился от ранений, Петр произвел его в полковники. Щедро награждены были все уцелевшие семеновцы. И теперь они встречали царя барабанным боем, стоя под знаменем своего полка. По указу Петра знамена имели все воинские подразделения. Ротные – цветные полотнища с орлом, полковое – белое. За оставление в бою знамени полагалась смертная казнь. Если после сражения из всего полка оставалось несколько человек, но знамя уцелело,
полк продолжал существовать и набирался заново. Всего на пару дней Петр вырвался с фронта домой. Первым делом заехал к своей Аннушке, уж очень соскучился. Свиту отослал, хотел побыть, наконец, наедине с любимой, без всей этой толпы верных пьяниц и дебоширов. Но, похоже, здесь его никто не ждал. Вот оно как. Пока его верные пьяницы и дебоширы стояли за него насмерть, любимая женщина, которой он доверял, более всех его предала. Просто и буднично. И с этим надо было научиться жить. На другой день Кёнигсека нашли в Неве на самом мелководье. Сообщили, что спьяну поскользнулся на камне и разбил голову. Анна Монс была лишена всех привилегий и имущества, подаренного ей царем. Ее поместили под домашний арест, и только спустя 2 года после многочисленных просьб разрешили раз в неделю выходить в лютеранскую церковь. Прошло 4 года после катастрофы под Нарвой. Петр приближался к своей главной цели – очистить берега Балтики от шведов. Крепость Нарва, с которой все началось, оставалась одним из последних оплотов врага. Летом 1704 года русская армия осадила Нарву во 2-й раз. Силы русских почти в 10 раз превышали численность гарнизона. Укрепления Нарвы были практически неприступны. К тому же прошел слух, что на помощь крепости идет 7000-й корпус генерала Шлиппенбаха. И тут Петру в голову пришла идея. Всю ночь в полковых швальнях шили из синего сукна шведскую форму. Петр в лихорадочном возбуждении метался по лагерю и никому ничего не объяснял. Солдатам было приказано поменять боевые заряды на холостые, надеть синие мундиры и выдвинуться в ближайший лесок. Сам царь зачем-то вырядился шведским генералом. Он явно что-то задумал и был этим очень доволен. 4 русских полка, переодетых шведами, притворно атаковали войска Меншикова и Репнина. Комендант крепости поверил обману и направил на помощь ряженым отряд под командованием подполковника Маркварта. Русские тут же постарались отсечь шведов от крепости, но хитрость была открыта. Большая часть шведской пехоты успела вернуться в Нарву. Тем не менее, часть шведской кавалерии изрубили, а командира отряда захватили в плен. В ту ночь русские генералы во главе с Петром вдоволь повеселились, вспоминая, как Меншиков, командуя фальшивым боем, чуть не свалился с коня от хохота, и какие лица были у шведов, обнаруживших сей маскарад. Ура! Ура! Однако следовало признать, что маневр сорвался. В Нарву нахрапом ворваться не удалось, следовало начинать правильную осаду. 2 месяца русские пушки били по крепости. В Нарве не прекращались пожары и начался голод. Но на предложение о сдаче комендант Горн ответил оскорблением. Петр приказал начинать штурм. Гарнизон Нарвы дрался с диким упорством. И едва русским удалось взобраться на вал, шведы взорвали мину, уничтожив и своих, и чужих. Когда с неба перестали сыпаться окровавленные камни, русские ворвались в город в такой звериной ярости, что пощады не было никому. От криков звенело в ушах. Офицеры не могли остановить своих остервеневших солдат. В город вошел Петр. На коне, как и полагается победителю. Первое, что он увидел,
русский солдат тащил за волосы женщину. В бешенстве царь зарубил мародера на глазах у остальных. Погром прекратился. Коменданта Горна с трудом успели вырвать из рук разъяренных солдат и припроводить в плен вместе с остатками его гарнизона. С наступлением осени армия отправилась на зимние квартиры, место временного расположения. Для полка строили временные дома, либо солдат определяли на постой у обывателей. По уставу требовалась одна кровать на 3 человек, из расчета, что 2 на ней будут спать, а 3 занят караулами. В день рядовому полагалось 400 граммов мяса, баранины или говядины, 800 граммов ржаного хлеба, 2 чарки вина или водки и около литра пива. Также в год полагалось на одного человека 350 килограммов муки, 160 килограммов гречневой или овсяной крупы, 11 килограммов соли. Ежедневный порцион Петр утвердил лично. После того в течение месяца ел исключительно солдатскую пищу, не позволяя себе ни малейших поблажек. Но на походе продовольственные обозы часто запаздывали. Порой по вине интендантов-казнокрадов продукты поступали несвежими. В голодное время спасали не только сухари, но и обычное воровство у местных жителей. Несмотря на строгие наказания, солдат никогда не упускал возможности стащить гуся или курицу у зазевавшегося обывателя. Жалование военных было вполне приличным, хотя выплата его часто задерживалась. Прожиточный минимум составлял 2 рубля в год. На эти деньги можно было купить 80 килограммов пшеничной муки или 40 килограммов говядины или 80 килограммов сельди. При этом полковник получал 300 рублей в год, капитан – 100, рядовой – 24, из которых половина вычиталась за обмундирование. Войска снабжались всем необходимым по единым образцам. Мундиры были регламентированы вплоть до мелочей. Рядовому выдавались войлочная шляпа-треуголка, длинный однобортный кафтан из сукна, у пехоты зеленого цвета, у драгун синего, у артиллеристов красного, камзол, короткие штаны до колен и 2 пары чулок, галстук, 2 пары обуви, на походе низкие башмаки, сапоги в караулах, у драгун высокие ботфорты со шпорами, 2 пары белья. Зимой надевался суконный плащ японча. Снабжение армии всегда оставалось лакомым куском для купцов и заводчиков. Изготовление оружия, боеприпасов, обмундирования приносило немалый доход и зачастую становилось предметом хищений и казнокрадства. Петр имел обыкновение щупать сукно солдатских мундиров и плащей, осматривать башмаки. Если они оказывались дурного качества, на виновного обрушивалась вся мощь царской ярости. Пойманных на воровстве Петр безжалостно отправлял в Сибирь, рвал ноздри или попросту вешал. Если стоимость украденного превышала цену веревки. В армейской жизни регламентировалась и медицина. Полковым лекарям выдавались сумки-монастырки с набором инструментов и расходных материалов. Ножи, пилки, жгуты, лупки, нитки, пропитанные воском, иглы, шприцы-прыскала и корпия, прообраз ваты из хлопковых ниток. В лекарях обычно ходили иностранцы. Лечением инфекционных болезней и предупреждением эпидемий они занимались редко, считая основной задачей операции по удалению пуль и осколков, обработку ран, ампутацию конечностей. При этом самыми распространенными заболеваниями в армии были именно кишечные инфекции. Временами убыль от них достигала половины войска. Меншиков зазвал царя в гости в свой походный домик. Что-то ему было нужно, видать.
За столом им прислуживала новая экономка. Петр заинтересовался, кто такая. «Пленная из Мариенбурга», — объяснил Меншиков. «Зовут Марта Катарина, вдова офицера Иоганна Круза». Говорил что-то еще, но Петр его уже не слушал. Экономка его будто приворожила. «Ты вот что, Катя, ночевать останусь. Вечером принесешь мне свечу в опочивальню». «Принесу», — тихо ответила Марта Катарина. Утром Петр уехал, а на следующий день приехал его денщик и забрал офицерскую вдову Марту Катарина Круза со всем ее скарбом к царю. Насовсем. К 1704 году русская армия отвоевала у шведов почти все южное побережье Балтийского моря. Стратегическая задача Петра казалась выполненной. В устье Невы возводился Санкт-Петербург. Строились пристани, порты, военные и торговые корабли. Россия готовилась влиться в мировую торговлю, а ее армия давала понять, что никаких колоний на русской земле не будет. Ни Петр, ни его генералы не знали, что главное испытание для армии и для страны еще впереди. Потеря Балтийского побережья заставила шведского короля Карла XII обратить внимание на события на Востоке. Полководец, уже разгромивший всех союзников царя Петра, решил, что пора разобраться и с русской проблемой. В июне 1708 года в Санкт-Петербург пришло ошеломляющее известие. Карл во главе всей своей армии движется на Москву. Под угрозой оказалось само существование русского государства. И Петр понимал это как никто другой. Одно дело брать отдельные крепости, а другое — сразиться с основными силами лучшей армии мира. На западной границе спешно возводились укрепления. К обороне готовилась и Москва. Ремонтировались стены земляного города, Китай-города и Кремля, где установили 2000 пушек. Русские дипломаты пытались добиться хотя бы перемирия, но Карл и слышать об этом не желал. В июле 1708 года его войска подошли к городу Головчину, близ Могилева. До Москвы оставалось менее 600 километров. Из Москвы пришло письмо от Екатерины Василевской. Так теперь звалась его Марта Катарина. Петр встревожился. Как так? Он же распорядился Катерину из города увезти в безопасное место. Кто посмел ослушаться? Государю моему, свету радости, здравствовать на множество лет. А приказа твоего выполнять не стану, прости. Лучше дозволь мне приехать к тебе, где бы ты ни был. А коли нельзя, буду ждать тебя здесь. Я с тобой навсегда. Где ты, там и я. Остаюсь преданная раба твоя Катерина Василевская. Петру было известно, что шведское войско после долгого похода испытывает большие проблемы со снабжением, и что из Риги навстречу войску Карла XII вышел огромный обоз с продовольствием и боеприпасами. Его сопровождает корпус генерала Левенгаупта. Петр принял решение. Левенгаупта найти и атаковать, а обоз перехватить. Сражение было долгим. Солдаты обеих сторон настолько устали, что садились отдохнуть прямо на поле боя. Но свершилось невероятное. Впервые в открытом бою русские одержали победу над шведами
которые превосходили русских числом. Едва отдышавшись после сражения, Михаил Голицын прибыл к Петру. Петр тут же вручил ему чин генерал-поручика. Заслужил Мишка. Теперь они воевали бок о бок. Причем Петр уступал в чине, так что, коль придется, мог бы под началом Голицына выступить. И зазорным сие не считал. Победа у Лесной стала переломным моментом всей войны. Русские захватили огромный обоз с продовольствием, обмундированием и боеприпасами, который должен был обеспечить наступление шведов на Москву. Это вынудило Карла остановить продвижение к русской столице и повернуть на Украину, чтобы переждать зиму. Он двигался к небольшому украинскому городку Полтава, где и должен был решиться исход войны. Все были на своих местах. Командующий кавалерией генерал Александр Меншиков, командующий артиллерией генерал-поручик Яков Брюс, командующий центром армии генерал Никита Репнин, командующий гвардией генерал-поручик Михаил Голицын. Они прошли вместе с ним весь этот путь от села Преображенского до Полтавы. И теперь были готовы умереть за него, как и вся огромная армия от генерала до рядового. Петр негромко, как бы сам себе сказал: «Делайте, братья, как я буду делать, и все помощью Всевышнего будет добро». Над рядами нависла тишина, только посвистывали на ветру знамена. Вдруг царь возвысил голос. «Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное». Битва началась еще затемно, в 2 часа ночи. Кавалерия Меншикова летела в атаку. Артиллерия Брюса поливала картечью шведскую пехоту. Репнин из последних сил удерживал центр фронта. Шведы катились железной волной, и русские стали отступать. На грани прорыва перед линиями пехоты появился Петр. Он увидел, как на левом фланге батальонное знамя дрогнуло и накренилось. Под шквалом ружейного огня царь проскакал вдоль всего строя. Пехота сомкнула ряды и пошла вперед. Знамя выровнялось. Пробитый пулями прапорщик, падая, успел воткнуть древко глубоко в землю и держал его тяжестью своего тела. В это время гвардия Голицына смяла левый фланг противника. Шведы дрогнули и побежали. К полудню сражение завершилось. Шведское войско перестало быть сильнейшей военной силой Европы. Оно было разбито армией, о которой еще вчера никто не слышал. Русская армия расширит границы России от Балтики до Черного моря. Победит Наполеона и в 1814 году вступит в Париж. А в 1945 разгромит Гитлера и поднимет свой флаг над Рейхстагом. Полтавская битва станет первой в том списке великих побед.
Из Полтавы Петр сразу отправился в подмосковное село Коломенское, где ждала его невенчанная жена Екатерина. Она просто светилась от счастья. Домашний уют, вкусная еда и лучистые глаза любимой. Что еще нужно усталому солдату?